Стоит это все 556 тысяч долларов. Но не отчаивайтесь, также на этом чеке написано, что в принципе за 5 лет вы можете сэкономить 4750 долларов на бензине. Привет, друзья! Rolls-Royce Spectrum – одна из самых дорогих машин, которые вы в принципе можете купить. И самый, наверное, самый дорогой серийный электромобиль, который вы можете приобрести. Не самый дорогой электромобиль на нашем канале, но из тех, которые вы можете спокойно прийти и купить просто в магазине за деньги, это да. У нас несколько причин, почему мы хотим его снять. Первое, это очень интересно посмотреть, а какой он в ходу. То есть за что, в общем-то, вы отдаете эти деньги, потому что он должен вас окутать комфортом, и это то, чего я именно жду. Тест-драйва этой машины. Второе, это 5 лет назад я на выставке обратил свое внимание на тогда еще бензиновый Rolls-Royce. Я сказал, что это прекрасная идея сделать этот автомобиль электрическим. 6.8, V12. Но, в принципе, все то же самое, что 10 лет назад. На мой взгляд, это идеальная машина, которая могла быть электромобилем. Прямо она просится быть электромобилем. Во-первых, она никуда далеко не ездит. Она ползает по городу медленно в пробках. Во-вторых, огромная длина, ширина. Сколько батареи влезло бы, да? В это место можно было бы упаковать батареи. И в-третьих, комфорт, тот, который дарит электродвигатель, тишина, они прекрасно вписались в концепцию этой машины. Плавность хода, тишина, все бы это было здесь, намного меньшими усилиями было бы достигнуто. И, наконец-то, спустя 5 лет, все-таки эту машину выпустили, и действительно сюда поместилось много батарей. И третье, хочется понять, что такое максимум в лакшери. Как в лакшери автомобиль прекрасно встраивается электрические технологии. Вот это все мы обсудим на этом тесте с этим автомобилем. Прекрасная возможность, прекрасный повод нам с вами заглянуть в будущее лакшери автомобилей, и они, естественно, будут электрическими, потому что если вообще есть варианты, на чем вы будете ехать, то в лакшери у вас вариантов нет. Это будут только электрический автомобиль. Не знаете почему? Ну, сейчас расскажу. Итак, 1290 килограмм вес этого прекрасного автомобиля. Это чуть больше, чем Model X. Современный Model X. Ну и получаете вы достаточно много. То есть вы получаете толстенные шерстяные ковры, которые сами по себе весят много. Вы получаете самую большую из такого класса автомобилей батарею. Это 120 киловатт-час, которая сама по себе весит 700 килограмм. Также вы получаете много автомобилей. 5,5 метров. То есть это стандарт для автомобилей S-класса. Огромное количество шумоизоляции здесь тоже есть. Я уверен, что есть. Я вот просто жду вместе с вами, когда мы наконец-то пройдемся по всем характеристикам и убедимся в том, что эта машина способна вас окутать невероятным комфортом, потому что другими характеристиками окутать не получится. Потому что дальше у нас идет, но это не то чтобы разочарование, но намек на то, что эту машину все-таки делали в основном только ради комфорта. Каких-то откровений с точки зрения ускорения мы не увидим, потому что 3 тонны машина весит, и у нас всего 585 лошадиных сил. Всего, видите, в современном мире мы говорим всего. 600 лошадиных сил и 3 тонны дает возможность за 4,5 секунды ускориться до 100 км в час. Но чего бы хотелось точно больше, это запаса хода. По европейскому циклу у нас запас хода 320 миль, то есть 580 километров, что вроде как много. Но на самом деле по ИПА у нас запас хода в районе 280 миль, это в районе уже 400 километров, это ближе к реальности. Это тоже много, но не для батареи 120 киловатт-час. Но с другой стороны, на этой машине вы вряд ли будете где-то... Это, в общем, не Гран-туризмо. Это машина, которая должна вас перевозить по городу в комфорте из пункта А в пункт Б, которую не обязательно вам где-то глушить, или не обязательно, чтобы она шептала своим замечательным 12-цилиндровым прошлым двигателем и неприятно пахло. То есть вы можете где-то остановиться, пользоваться кондиционером и
На мой взгляд, электрический компонент этой машины, вообще электрическая составляющая, прекрасно подходит такого класса автомобиля, прекрасно подходит ультралюксового автомобиля, потому что большая часть из них, она крутится вокруг дорогих ресторанов, небоскребов и еще где-то, обычно в черте города. И запаса хода, вот этого даже запаса хода, там, до 400 километров, более чем за глаза достаточно, если даже водитель будет обслуживать не только одного члена семьи, а еще кого-то. И еще даже где-то будет кого-то встречать в аэропорту, и даже в таком монструозном городе, как Лос-Анджелес, со всеми его каунти и все вместе, все равно этого хватит за глаза. И это прекрасно. Это первая ласточка из такого класса автомобилей. Я уверен, что их будет много. Я уверен, что дальше будет Bentley, дальше будет еще разные машины попроще в виде Mercedes, потому что Mercedes EQS у нас есть, но это не то, что S-класс. Это не машина для заднего пассажира. Я думаю, что и S-класс электрический будет, и дальше потихоньку все остальные. Но давайте теперь пройдемся по машине. Я воспользуюсь еще одной камерой для того, чтобы вам было все это виднее. Значит, это классическое купе. Здесь у нас прекрасный. Все это у нас в обделке. Все мягенько. Здесь достаточно мощные опоры. Все они закрыты пластиком. Здесь в середине тоже. И в середине пахнет шерстью. То есть, я не знаю, это, скорее всего, не шерсть. Но и здесь у нас шерсти достаточно. Посмотрите на этот ковер. Это ковер, на который вы должны ставить свои ноги. То есть здесь все ковры спрятаны. И вот этот ценник показывает, почему эти ковры выглядят так, что сюда можно спрятать свои пальцы. Потому что стоит это все 556 тысяч долларов. Но не отчаивайтесь, также на этом чеке написано, что в принципе за 5 лет вы можете сэкономить 4750 долларов на бензине. И вот этот ковер вы можете применять не только как ковер, на который будете наступать, а, обратите внимание, и как прекрасный шарф. Как прекрасный шарф, воротник. То есть как угодно, так, чтобы он был поближе к вам, потому что его приятно касаться. И это еще одна вещь, которая будет вам напоминать зимними вечерами, если вы будете прогуливаться, что вы отдали за машину немножко больше, чем $500 000. Но если отбросить шутки в сторону, я не знаю еще более мягких и приятных ковров для автомобилей. Мне такие не попадались. Но Rolls-Royce славится ковриками. Это водительский коврик, для того, чтобы вы не протерли дырочку. Здесь уже сделаны вот такие вот подушечки из кожи. Ну, здесь это чуть больше похоже на пресс гориллы. Здесь у нас достаточно большое подполье. И эти большущие колеса влезают в эти большущие арки. И эти арки съедают багажник. Ну и давайте обойдем автомобиль со всех сторон. Что мы здесь видим и что больше всего бросается в глаза? Ну, естественно, стиль Rolls-Royce. Вообще к нему не придраться. Он прекрасен. Мне всегда нравился, как выглядит Rolls-Royce. В дизайне нео-ретро он выглядит точно так же прекрасно. Что бы я, наверное, скрыл, это вот этот вот замечательный глазок радара. Но немецкие машины стараются выпячивать это, показывать. И, наверное, это кому-то надо. Наверное, они считают лучше с точки зрения того, что хочет показывать их клиент. Что еще хочет показывать их клиент? Скорее всего, то, что он может ездить на 23-х колесах. На мой взгляд, в купе это, по-моему, самые большие колеса, которые только можно получить. То есть сзади у нас 295-я ширина, они разноширокие. 35-й профиль. 35-й профиль — это немного шины, но так как сам баллон огромный, они не кажутся особенно низкопрофильными. Камеры на зеркалах, потому что здесь есть 360, обзор 360, для того, чтобы вы парковались и не поцарапали свой Rolls-Royce. Значит, когда вы заводите эту машину, фонари у вас красные, а когда в выключенном состоянии, они такого вот металлического цвета с надписью Rolls-Royce и беленькие. В общем, беленькие с серебром. Ответственный момент, потому что мы будем открывать капот этого автомобиля. Значит, звуки такие какие-то электронные у нас. Кстати, стекло. Рамки у нас нет на стекле, но, естественно, оно двойное. Просто если вдруг я забуду сказать об этом, то вот я уже сказал. Значит, что у нас под капотом?
под капотом. Дух экстаза у нас скрылся от этого позора. Кто-то открывает капот Rolls-Royce, представляете? Крышечка алюминиевая, инвертор, помпа какая-то и рулевая рейка, вон там видно. В принципе, все. Распорочка, потому что у нас здесь BMW участвует в создании этого автомобиля активно. Но переднего багажника нету, поэтому больше денег вы перевезти с собой не сможете. Если бы чуть-чуть хотя бы инженеры постарались, ну, здесь бы можно было поместить приличный багажник. Но немцы так объясняли в каких-то других автомобильных брендах, таких как Mercedes и BMW, что, в общем-то, это считается плохим тоном, когда человек лезет под капот. Это не плохая инженерия, а просто плохой тон, когда вы лезете под капот такого дорогого автомобиля. И если вы хотите обслужить отдельно дух экстаза, может ему поменять маслице, протереть, то вот он тоже в доступе, крышечка отъезжает в сторону, и вы можете им заняться. Так, как это закрывается? Закрывается просто. Смотрите, вы надавливаете, раз, и крышечка закрылась. И снова открылась. Видно, я его не закрыл. А, вот, все. Это очень большой лючок. Это, наверное, самый большой лючок бензобака или зарядки, или вообще какой-либо лючок, который я видел. Это практически багажное отделение в некоторых малолитражных автомобилях. Я так понимаю, что размер этого лючка сделан таким, чтобы можно было в Китае уже уместить разные порты местных чадема там, или еще чем они там заряжаются. В общем, сюда можно уместить все практически. Что здесь есть? Здесь есть слот медленной зарядки, слот быстрой зарядки. Они открываются отдельно, еще у вас дополнительные вещи. Что мне понравилось отдельно, я не могу понять зачем, это здесь еще такие вот сервисные две бумажки приклеенные, чтобы здесь ничего не поцарапалось. Но еще что мне нравится, что сделали отдельно вот такую каемочку. Это если вдруг, чтобы никакая пыль, грязь не летела с вашего Rolls-Royce на другие автомобили. То есть это как бы подчеркивает, что машина широкая. Хотя шина достаточно глубоко сидит. Вот у нас шина больше наружу. У нас она вообще наружу по сравнению со спектрумом. Видите? Вот шина на Model S, на которой я приехал. И колесо здесь у нас 22-е. 22-е колесо. Оно большое. Но вот это 23-е колесо по сравнению с моим 22-м, это 23-е кажется монструозным. Просто оно огромное. Это просто грузовика колесо по сравнению с тем. Это просто такой скромный бублик. Вообще машина достаточно скромно выглядит по сравнению с этим. Не то, что скромно в плане дизайна, она просто скромная как машина. Она прям намного меньше по габаритам. Потому что дверь, посмотрите, это большая дверь. Но по сравнению с этой дверью и с этой ручкой, это прям серьезная дверь и серьезная ручка для человека, который точно большой. Самое основное, что мы должны сделать, это прокатиться на этой машине. Но перед тем, как мы прокатимся, мы подробно изучим салон. С самого начала мне надо открыть дверь. И двери здесь автоматические. Но дело в том, что чтобы открыть, мне все-таки мне приложить надо усилие. Небольшое, потому что дверь закрывается самостоятельно. Я могу ее и открывать, и закрывать самостоятельно, но закрывается она полностью автоматически, а открывать мне надо самостоятельно, потому что менеджер мне сказал, что машина не имеет никаких сенсоров на двери. Поэтому если она будет открываться автоматически полностью, то она может повредить другую машину, а самое худшее – это повредить себя. И обратите внимание на этот интерьер. В общем, можно открыть дверь практически под 90 градусов, и это все нам оголит вот эту вот прекрасную, я не знаю, но выглядит это очень классно. Это кожа и в такой необычной, очень крутой комбинации. Карта двери у нас полностью белоснежная, и сюда на карту уже высыпалось звездное небо. То есть звездное небо — это классическая история в Rolls-Royce. Вот я сел в середину, и какой запах кожи невероятный здесь открывается. И обратите внимание, ключи от Toyota, также ключи от другого Rolls-Royce, и еще какие-то ключи от квартиры. Я так понимаю, что это все бросил человек, который планирует эту машину выкупить. А это уже первые взносы пошли. Здесь у нас не дисплей, но тоже место, которое горит отдельно. Это такой ambient, тоже на тему звездного неба. Здесь тоже звездное небо. Если мы нажимаем тормоз, то точно так же, как Model X, у нас дверь закрывается.
И мы оказываемся в абсолютной тишине. То есть там вот ребятки общаются, которые ждут, пока я закончу видео. Я их до этого слышал, сейчас я только слышу шепот кондиционера. У нас сейчас мы полностью заряжены, и запас хода у нас показывает 278 миль. Это, конечно, в рамках электромобилей, в рамках электромобильного мира, это, конечно, очень скромная цифра. Если вы будете ехать спокойнее, я думаю, что вы получите на этом показометре 300 миль. По мультимедиа-системе она у нас и тачскрин одновременно, если вы хотите стянуться, если вы в вальяжной позе, то вы можете просто крутить. Если вы знакомы с мультимедиа-системой BMW, то, в принципе, вот она. Вот эта мне кнопочка больше всего нравится. Такого в BMW нет. Так, для того, чтобы сесть на заднее сиденье, мне надо сделать вот такой вот ход. И сиденье электрическим способом отодвигается. Все. И у меня, по идее, достаточно места, более чем для того, чтобы залезть назад. Если вам интересно, то на заднем сидении Rolls-Royce Spectrum я упираюсь немножко головой в этот прекрасный белый со звездами потолок. Также я не могу пересесть на соседнее сиденье, потому что если я хочу сюда сесть, мне надо сразу же садиться за... то есть это не сплошной диван. Он разделен консолью, и разделен консолью жестко. Здесь два USB. Чтобы открыть, мне надо воспользоваться классической ручкой. И вот так мы открыли дверь. А чтобы закрыть, мне надо подержать такую кнопочку, как стеклоподъемник, и она закрывается. Найти ремень это не очень легко, потому что ремень у нас находится на кресле. На кресле аж немножко сзади. И центральной стойки у нас нет, поэтому, собственно, ремень находится на кресле. Видите? Потому что у нас нет центральной стойки, поэтому у нас очень красивое остекление. Мы можем открыть окна и вытянуть локоть даже в эту сторону. Это супер комфортно. Вот сейчас мы проезжаем. Здесь не очень хорошая дорога, кстати. Вообще Лос-Анджелес у нас в топе самых плохих дорог по Америке. И здесь вообще не идеальная дорога, но ничего. Вот такая вот у нас с такими трещинками. То есть здесь нет каких-то выбоин, хотя вот есть латки. И вообще ничего не чувствуется. Все где-то там проглядывается вот этими огромными колесами от грузовика. Единственное, что меня смущает, это такой слишком концентрированный запах кожи. Наверное, можно было бы его немножко прикрутить, потому что хочется открыть окна. И как мягенько мы проехали только что, такой стык. Прям вообще незаметно. Но и объясните мне, пожалуйста, какой смысл в эту машину вставлять W или V, или еще какой-то 12, или V8, или еще какая-то разновидность DVS, когда мы можем ехать и абсолютно не ощущать никаких переключений передач, потому что их, в общем-то, нет. Да, мы, конечно, можем поставить дополнительную шумоизоляцию в вашем Model S, и она будет намного тише и комфортнее, но с подвеской мы ничего подобного не сделаем. То есть здесь не только пневмоподвеска стоит, но и еще активные стабилизаторы. Так как здесь нет какого-то умного автопилота, здесь есть продвинутый круиз-контроль, он прекрасно держит в полосе, он прекрасно будет вести и вас по хайвею, но в целом машина заставляет вас чаще зевать, заставляет вас немножко замедляться. Поэтому, в общем-то, я думаю, что на ней приятно было бы ездить и с водителем. И такая маленькая зарисовочка. Вот эту машину, которую мы водили только что с вами, Spectrum, это, конечно, Phantom Coupe. Но это машина, которая сделана немножко с более... Вот мы удивлялись невероятной ее плавности хода, но это машина, которая сделана немножко более спортивной. То есть она еще более спортивная. Как это выглядит со стороны? Так. Вот здесь у меня кнопочка. Закрываем дверь. Да без кнопочки, наверное, было бы, конечно, достаточно тяжело. Я даже придвинусь ближе. На моей памяти это, наверное, одна из немногих машин, в которой я себя чувствую, как будто бы я себя чувствую не таким уж большим. То есть она настолько огромная, что мне хочется придвинуться поближе
и даже поднять сиденье немножко вверх, потому что обычно я всегда опускаю сиденье в самый низ. Но здесь вроде как нет огромного запаса места над головой, но такое впечатление, что его очень много. Посмотрите, дверь. Дверь намного выше моего плеча, то есть вот эти окна бойницы. Здесь тоже очень узкое окно. Мне с точки зрения дизайна, мне, конечно, все очень нравится. Рычаг электронный, но двигается в классическом стиле. То есть чуть-чуть на себя и вниз. Очень-очень мягко. Божечки. Мне неоднозначно нравится этот автомобиль. Задние колеса подруливает, и это нам дает возможность поворачивать чуть резче. Но руль все равно такой ватный, мягкий. На каких-то сильных стыках она все-таки немножко подрагивает, как будто бы рамная машина. Это меня удивляет. У машины нет рекуперации резкой, то есть она едет, она катится. По большому счету, она ведет себя как обычный бензиновый Rolls-Royce, точно так же тихо и спокойно. Вы точно так же не слышите двигателя. И, в общем-то, я думаю, что если вы пересядете с бензинового Rolls-Royce, вы не почувствуете большой разницы. Единственное, что это будет чуть-чуть резче ехать с места, но обратно вам надо продавливать педаль акселератора, и вам делать это не хочется. Мы много говорили о цене, это ее отличительная черта. Именно это является основной причиной, почему эту машину купят. Человек, который будет покупать эту машину, он будет и он обязан, когда едет, демонстрировать всем, что он отдал за эту машину 550 тысяч долларов, а может и дороже, потому что вы можете сюда добавить еще какие-то опции, вы можете еще дополнительно поставить какие-то дорогие колеса, если вам надо, и еще что-то. Это прекрасный автомобиль. Но уникальный ли он? И здесь мы коснемся, почему это не самая дорогая машина на нашем канале. Потому что у нас есть Гульвинг, Tesla Гульвинг, который мы делали для Сима 23 года. И он стоит, немножко дороже, чем эта машина. Он не дарит такое большое количество комфорта, но является более уникальным автомобилем, потому что основное, в том числе, что вы будете покупать с этим автомобилем, это уникальность. Что когда вы будете ехать, вы будете всем вокруг демонстрировать, что вы отдали много денег за что-то, что не всем доступно. И с этим автомобилем примерно то же самое. То есть нет какого-то рынка, в котором этот автомобиль будет с кем-то соревноваться по цене, потому что эта машина единственная. То есть в таком классе таких автомобилей больше нету. Она одна. Благодаря электрическим технологиям мы подошли к тому, что многие классы автомобилей потихоньку переходят. И если вы хотите электромобиль не такой, как у всех, не такой, как Model 3 или Model S, которых на дорогах встречается много, то, в общем-то, и выбирать особенно нечего. Если вы хотите вот такое лакшери, крутое купе, то вариантов у вас особенно нет. Поэтому мы будем с вами, конечно, смотреть на другие машины. Мы будем с вами надеяться, что у этого автомобиля тоже появится конкурент со значком Bentley, с еще каким-то значком. Может, китайцы что-то выполнят подобное. Это не так сложно, потому что в этом автомобиле нету как таковых больших, тяжелых, сложных, дорогих технологий. Это просто очень хороший, качественный электромобиль, который дарит вам максимум комфорта. И я вам желаю в жизни больше ярких событий, и ярких впечатлений, и автомобилей, которые уникальны. Так что все, ребятки, прощаемся. Спасибо, что смотрели. И давайте я один раз для вас ускорюсь. It's fast. Маленькое напоминание выпало на руки Эндрю, что машина стоит 550 тысяч долларов.